Сейчас трудно представить то влияние, которое глянцевые журналы имели в 90-е и в нулевые. Оно было гораздо больше, чем на Западе, потому что в Россию глянец впервые пришел сразу после перестройки. На Западе он мог отрекламировать читателю какой-то товар или, допустим, описать новую интеллектуальную моду. В постперестроечной России он первое время рекламировал образ жизни, который еще недавно невозможно было даже представить. И открывал, соответственно, целые явления и пласты культуры. Глянец 90-х учил, проповедовал, менял взгляды на жизнь, давал надежду, открывал миры и формировал целые поколения. Позже, в нулевые, когда все было уже открыто, глянец выполнял не менее важную функцию. Рассказывал красивую сказку, но так, как будто в нее может попасть каждый, если, конечно, будет очень стараться. Позже, с появлением действительно массового интернета, бумажный глянец почти похоронили. И хоронили с тех пор несколько раз, а он живее всех живых. Полностью в коротком формате его историю рассказать невозможно. Мы сделали на эту тему большой выпуск, а здесь подробнее остановимся на нескольких журналах и на самых показательных эпизодах глянцевой истории 90-х. Первый глянцевый журнал на русском языке появился еще в 1989 году в Советском Союзе и назывался Moscow Magazine. Журнал сделал Дерк Сауэр, молодой голландец, который на тот момент даже по-русски не говорил. Сауэр попал в Советский Союз достаточно случайно. Можно сказать, что у него была склонность к авантюрам. В молодости он побывал в горячих точках. Например, работал корреспондентом в Белфасте. Еще в школе он стал левым радикальным маоистом. В 1988-м, когда в Голландию приехала делегация журналистов из СССР, Сауэр уже остепенился и был главным редактором популярного журнала. Но он все равно сохранил репутацию радикала, и советских коллег направили именно к нему. Они искали партнеров и инвесторов для совместного советско-голландского предприятия. Шла перестройка, в то время это было модно, и позже Сауэр честно признался, что тогда поехал в Россию, потому что устал от размеренной жизни, а возвращение к военной журналистике не одобрила бы жена. Так он вместе с семьей оказался в Мытищах, в ведомственной многоэтажке для журналистов, главным редактором первого советского глянца. Чтобы найти стартовый капитал $100 тысяч, ему пришлось заложить свой дом в Голландии. Партнером с советской стороны выступил Союз журналистов России. Новый журнал долго не просуществовал. Во-первых, как потом вспоминал Сауэр, советские журналисты принципиально не хотели работать. Да и были, собственно говоря, кем угодно, только не журналистами. Во-вторых, журнал ничего не зарабатывал. Ему было нечего рекламировать и негде распространяться. Несмотря на неудачу, Сауэру понравилось в России, и он решил остаться. Он был уверен, что рынок вот-вот появится, и что Moscow Magazine опередил время всего на несколько лет. Сауэр оказался абсолютно прав. Его первым успешным проектом в России стала The Moscow Times, газета для экспатов. Но денег она не приносила. И тогда жена сказала: слушай, а почему нам не запустить здесь Космополитен? Главный женский журнал планеты заходит на абсолютно свободный рынок. Понятно, что это был бы разрыв, но сказать это было проще, чем сделать. Главный вопрос был в правах на бренд, принадлежавших издательскому дому Хёрст. Но как их купить? С формальной точки зрения Сауэр был абсолютным ноунеймом. Но ему повезло. Он банально узнал расписание человека, который в Хёрст отвечал за этот вопрос. Есть даже версия, что для этого подкупили ассистентку. И вот представитель Хёрст был подловлен в легендарном клубе «Манхэттен Экспресс» в гостинице «Россия». На встречу Сауэр привел с собой всех потенциальных сотрудников, которые у него были, и усиленно делал вид, что это часть блестящей, сыгранной команды суперпрофессиональных специалистов. Это был блеф, но он оправдался. Права были получены, первый номер был сделан и выстрелил, а уже к третьему отбились все затраты. Из успеха «Космо» вырос издательский дом Independent Media. Уже в 1998-м Сауэр продал 35% его акций за $35 миллионов. Оказалось, что «Космополитен» ждали как манны небесной. С советской и постсоветской женщиной еще никогда в истории так не разговаривали. Что носить, а что не носить? Как краситься? Что делать, если тебя бросил парень? И почему женщина тоже может начать свой бизнес? Все эти темы, над которыми сейчас принято потешаться, тогда были настоящим откровением. Отдельной строкой шел секс. Собственно, на обложке первого номера был вынос «Секс или шоколад». Это тоже был разрыв, таким тоном, без пуританства, и без похабщины. О сексе в стране еще никто не говорил. В результате многие женщины по «Космополитен» реально жили. Елена Мясникова, первый главный редактор, потом вспоминала, что особенно внимательно приходилось фильтровать советы психологов.
потому что в «Космополитен» в тот момент можно было написать: «Да брось ты этого дебила, он цветы-то тебе вообще дарит», и на следующий день в стране серьезно поменялась бы статистика развода. Журнал, к тому же, еще и выглядел как артефакт из другого мира. Многим само сочетание хорошей бумаги, красивых фотографий, стильной верстки и русских букв казалось диким. Таким же диким, но в другом смысле, казался другой знаковый журнал 90-х – «Птюч». Это была совсем другая история, чистый андеграунд. С «Космополитен» ее роднила только причина появления. Люди уже были, а журнала для них еще не существовало. Культурой продвинутой молодежи 90-х был рейв. Советский андеграунд, как в 80-е, молодых людей уже не интересовал. Они его сдали в утиль. Всем хотелось клубов, хаоса, техно, другой, абсолютно новой музыки, модной одежды и тусовок до утра. Культура и контркультура, которые до этого еле-еле сочились через железный занавес, хлынули в страну свободно. По выражению Шулинского, создателя «Птюча», люди в этот период наедались искусством и запивали музыкой. Для таких людей появился клуб «Птюч» и одноименный журнал. Он должен был стать просто программкой с расписанием событий в клубе, но превратился в голос поколения. Это было очень важно, потому что вокруг сравнительно небольшой тусовки молодых людей с интеллектуальным и эстетическими запросами раскинулась пустыня бандитизма, нищеты и малиновых пиджаков. Это в целом лейтмотив рейверских историй 90-х. Делаешь крутую стильную вечеринку, а к тебе вламываются лысые быки в спортивках и требуют поставить Владимирский Централ, а то еще и драку устраивают. Клуб «Птюч» был примечателен тем, что туда бандитов каким-то невероятным образом удавалось не пускать. А журнал они, соответственно, не читали. Впрочем, не факт, что его вообще кто-то читал. Там была такая дикая кислотная верстка, что читать его не всегда было технически возможно. За нее отвечала арт-группа андеграундных художников с названием, которое нельзя здесь воспроизвести по цензурным соображениям. Тексты были того же плана. Перед интервью с популярным диджеем интервьюер мог что-нибудь употребить и, соответственно, угостить своего визави. Потом беседа публиковалась без купюр. Один из номеров вышел с выносом на обложку: «Никто не любит нас, наркоманов». Что значило слово «птюч», никто не знал. В ходу были разные версии. Презентация журнала вообще выглядела потрясающе. Ее устроили на станции метро «Красные ворота», прямо на эскалаторе. Там накрыли фуршет. Времена были такие, что это казалось не только возможно, но и стоило $600 за все. В «Птюче» было много мата, много шизы, много откровенной чуши, но был и стиль, и нерв своего времени. Больше всего «Птюч» был похож на ночную болтовню в чиллауте какого-то клуба. Не обязательно увлекательную, но довольно забавную. «Птюч» формировал вкус. Это теперь любой контент находится на расстоянии клика. А тогда само знание о том, что на свете существует, например, группа Massive Attack или писатель Паланик, могло радикально поменять жизнь. ОМ, конкурент «Птюча», был менее андеграундным, скорее он старался выводить контркультуру в мейнстрим. И сам очень хотел туда попасть. На обложках здесь могли быть как модель Red Stars в Total Look'е Dolce & Gabbana, так и какая-нибудь поп-звезда. Ну или, например, Африка, одетые а-ля Боуи. А в номерах рядом с текстами про актуальную моду, новую музыку или свежее кино могли быть пространные статьи про Алистера Кроули. Или, например, колонки Эдуарда Лимонова и Сергея Курехина. Кажется, что ОМ считал себя в первую очередь просветительским изданием. Игорь Григорьев, создатель и первый главред ОМа, говорил прямо: «Уверен, что по ОМу будут изучать новейшую историю нашей с вами страны». В орбите ОМ действительно находилось плюс-минус все модное и знаменитое той эпохи. Всех этих молодых людей можно увидеть в нуарном клипе Лики Стар на песню «Одинокая луна». Диск с этим синглом был приложен к одному из номеров ОМа. А в клипе Григорьев сначала играет в бильярд с Гошей Куценко, потом превращается в вампира и спасает Лику, которую похитили Федор Бондарчук и паук из «Коррозии металла». Мата в ОМе уже не было, зато было много рекламы дорогих часов и больших западных брендов. Третьим знаковым глянцем 90-х был журнал «Матадор». Его делал Константин Эрнст, которого страна сейчас знает как генерального директора Первого канала. А тогда у него была своя передача, тоже «Матадор», самая стильная на всем телевидении. И ее печатная версия – одноименный глянцевый журнал. «Матадор» стоял особняком, просуществовал недолго и, по общему признанию, всегда был самым эстетским из всех трех, эстетским до степени перфекционизма, но не менее радикальным. Рядом с эстетически выверенной фотосессией там мог оказаться текст про левый терроризм и фракцию «Красная армия». Когда 90-е кончились и начались нулевые, стало понятно,
что осуществилось будущее по ому, а не будущее по птючу. Мейнстрим оказался сильнее контркультуры, а модная тусовка сильнее андеграунда. Но это было предсказуемо, и это, собственно, всегда и везде так происходит. К началу нулевых в России были и Vogue с бессменным редактором Аленой Долецкой во главе, и Playboy, который презентовали в легендарном клубе «Титаник», и GQ. Апогей глянца нулевых случился в 2005 году, когда Россию посетили с визитом Дольче и Габбана, которых принимали здесь как папу римского. Алена Долецкая и Николай Усков, главред российского GQ, водили итальянцев и их свиту по клубам. Усков потом вспоминал, что из аэропорта их везли с мигалками. В GQ еще могла появиться колонка, например, Лимонова, и это все еще был не глупый журнал. Но эпоха была уже другая. Все уже наелись искусством, напились музыкой и пить теперь хотели шампанское, желательно дорогое, а есть черную икру. Упавшее знамя интеллектуального глянца подхватил Esquire, запущенный в 2005 году. Но это уже другая история. Про нее смотрите в большом выпуске.